Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Парни, перед тем, как начать, хочу кое-что уточнить. Это видео не просто руководство, а настоящее пособие по созданию истинной связи. У женщин есть чувствительные зоны, прикосновения к которым, если они сделаны правильно, пробуждают чувства и эмоции, которые они долго не забудут. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь с другом, который еще не вышел из зоны неудач. Давайте менять подход и поднимать вашу игру на новый уровень. Прикосновение – это не только физический контакт, это эмоции, это энергия. Нет смысла пытаться впечатлить грубыми или неуклюжими жестами. Секрет в том, чтобы понять, каким местам и как прикасаться. Итак, приготовьтесь узнать о точках, где женщинам нравится, чтобы их касались, и которые при правильной работе с ними могут полностью изменить ваше взаимодействие. 1. Чувствительность шеи – мягкое прикосновение, которое вызывает мурашки по телу. Шея – одна из самых чувствительных зон женского тела, и немногие вещи настолько же сильны, как мягкое прикосновение к этой области. Но внимание, это не о грубости или резкости. Это о нежности, заботе и намерении. Легкое прикосновение кончиками пальцев или даже губами в подходящий момент может вызвать мурашки, пробегающие по всему ее телу. Однако важно понимать подходящий момент. Если вы начнете форсировать события или попробуете это до того, как установите эмоциональную связь, это может показаться вторжением. Шея – это приглашение к интимности, и она должна быть исследована только в случае комфорта и взаимности. 2. Тайна рук. Как создать связь через нежные и уверенные прикосновения. Руки – это одна из самых выразительных частей человеческого тела, и прикосновение к женским рукам может мгновенно создать связь. Держать ее за руку, переходя через улицу, слегка касаться пальцев, передавая что-то, или даже играть кончиками пальцев во время разговора – это жесты, которые создают близость без давления. Но это не все. Руки – это зоны высокой чувствительности, и уверенное, но нежное прикосновение может сказать гораздо больше, чем слово. Используйте это в своих интересах, но всегда с уважением и осторожностью. 3. Плечи и затылок – игнорируемые зоны, которые создают близость. Плечи и затылок часто недооценивают, но это точки высокой чувствительности, которые можно использовать для создания близости. Легкое прикосновение к плечу во время разговора может разрушить барьеры и показать ваш интерес. А затылок, если к нему прикоснуться в подходящий момент, способен вызвать ощущение комфорта и притяжения. Избегайте резких или слишком долгих движений, которые могут показаться странными или неудобными. Прикосновение к этим точкам должно быть кратким и деликатным, показывающим, что вы знаете, как и когда действовать. 4. Магия лица. Сила прикосновения к щеке или подбородку. Касаться лица женщины – это крайне интимный жест, и именно поэтому его следует выполнять с большой осторожностью. Легкое прикосновение к щеке, пока вы ее хвалите, или мягкое удержание подбородка, чтобы направить ее взгляд на вас, может быть невероятно сильным. Однако этот жест работает только при уже установленном уровне доверия. Это не то, что вы делаете при поверхностном взаимодействии или в начале разговора. Лицо – это зона максимальной интимности, и прикосновение к нему выражает глубокий уровень интереса и связи. 5. Уши – маленькие жесты, которые вызывают большие реакции. Уши – одна из самых чувствительных зон тела, и легкое прикосновение к ним может вызвать удивительные реакции. Это может быть легкое поглаживание пальцами, аккуратное касание сережек или даже использование голоса рядом с ухом. Уши – это стратегическая точка, которая, если правильно к ней подойти, может усилить вашу связь. Но будьте осторожны. Здесь ключ к успеху – деликатность. Любой жест, который покажется излишним или навязчивым, может дать обратный эффект. Прикосновение к ушам должно быть кратким, легким и всегда в нужный момент. 6. Руки и предплечья, где начинается естественная связь. Руки и предплечья – отличная точка для начала создания связи, потому что они доступны и воспринимаются как менее интимные. Легкое прикосновение к руке, пока она смеется над вашей шуткой, или даже легкое удержание предплечья, делая комментарий – это естественные способы создания близости. Руки, как уже упоминалось, еще более чувствительны. Но в данном случае цель – укрепить первоначальную связь. Прикоснувшись к рукам и предплечьям,
вы создаете безопасное пространство для продвижения к более тесной близости. 7. Поясница – тонкое прикосновение, создающее напряжение и интимность. Поясница – одна из самых чувствительных и стратегических зон, когда речь идет об интимности. Легкое прикосновение к пояснице, особенно во время разговора или прогулки рядом с ней, может создать близость и напряжение без навязчивости. Однако будьте осторожны. Прикосновение к этой зоне подразумевает уровень интимности, который должен быть заслужен, прежде чем к нему можно будет перейти. Легкий жест, например, положить руку на поясницу, чтобы направить ее в переполненной комнате, передает чувство безопасности, заботы и интереса на невербальном уровне. Тем не менее, важно понимать, что прикосновение к пояснице работает только тогда, когда женщина уже чувствует себя комфортно рядом с вами. Если вы попытаетесь приблизиться к этой зоне, не построив надежную основу доверия, эффект будет противоположным, это вызовет дискомфорт. Более того, важна не только физическая составляющая, но и энергия и намерение, стоящие за этим жестом. Это о том, чтобы показать, что вы здесь, внимательны и связаны с моментом, не нарушая границ и не создавая впечатления отчаяния. 8. Бедра и ноги. Как исследовать с уважением и желанием. Правда в том, что бедра и ноги – это зоны высокой чувствительности, но также и уязвимости. Поэтому любые жесты, направленные на эти зоны, должны выполняться с крайней осторожностью и только тогда, когда связь между вами уже установлена. Легкое, непринужденное прикосновение, например, когда вы сидите рядом или разговариваете в непринужденной обстановке, может стать началом интимной близости, но никогда не должно быть поспешным или выглядеть слишком целенаправленным. Здесь ключевым является уважение. Часто мужчины ошибаются, считая, что навязчивые прикосновения означают желание. На самом деле, они отталкивают и создают барьеры. Прикосновение к ноге может быть мощным жестом, но только если оно естественно, согласовано и сопровождается атмосферой доверия. В противном случае это будет воспринято как неуважение и не вызовет положительного эффекта. 9. Волосы. Прикосновения, которые расслабляют и создают связь. Волосы – одна из самых интимных и чувствительных зон на теле женщины. Проводить рукой по ее волосам, поправлять прядь, упавшую на лицо, или просто играть кончиками волос может создать ощущение комфорта и мгновенной связи. Но, опять же, секрет в деликатности. Прикосновения к волосам передают заботу и внимание, но работают только в условиях уже существующей близости. С другой стороны, вторжение в эту зону без разрешения или в неподходящий момент может вызвать дискомфорт и даже раздражение. Больше всего важна энергия, которую вы передаете при прикосновении к ее волосам. Будьте нежны, уважайте ее личное пространство и наблюдайте за ее реакцией. Если она улыбается или расслабляется, значит, вы на верном пути. 10. Ступни. Почему многим женщинам приятно нежное прикосновение? Вы когда-нибудь задумывались, что ступни – одна из самых недооцененных, но также и самых чувствительных зон на теле женщины? Прикосновение или массаж ступней могут быть невероятно интимным и расслабляющим опытом, но это требует контекста и согласия. Представьте, что вы предлагаете массаж ступней после долгого дня. Это не только демонстрирует заботу, но и создает физическую и эмоциональную связь. Однако не все женщины комфортно относятся к прикосновениям к ступням, и именно поэтому так важно спрашивать разрешение перед тем, как сделать это. Если она открыта для такого жеста, действуйте осторожно, используя легкие и контролируемые движения. Этот жест, выполненный в подходящий момент, может приятно удивить, показывая, что вы заботитесь и готовы сделать больше для ее комфорта. 11. Живот и бока – зона связи и защиты. Живот и бока – это зоны, которые часто символизируют безопасность и уязвимость. Легкое прикосновение к этим областям, например, объятие сзади или непринужденный жест, когда вы находитесь рядом, может создать ощущение комфорта и близости. Однако, как и с другими зонами, прикосновения здесь требуют, чтобы вы уже установили доверительные отношения. Эти зоны чрезвычайно личные, и у многих женщин есть с ними связанные неуверенности. Поэтому важно быть нежным, естественным и никогда не торопить момент. Хорошо выбранное прикосновение может стать мощным способом показать, что вы цените и уважаете ее тело, но это также ответственность, требующая внимания и заботы. 12. Губы. Как поцелуй становится дверью в интимность. Губы, без сомнения, одна из самых чувственных и значимых зон тела.
Поцелуй — это не просто физический жест, это момент эмоциональной связи, химии и желания. Но для того, чтобы поцелуй имел значение, он должен быть искренним, своевременным и сопровождаться явными знаками взаимности. Нет ничего хуже, чем попытка поцеловать женщину, которая не готова или не заинтересована в данный момент. Наблюдайте за ее знаками, если она поддерживает зрительный контакт, наклоняется в вашу сторону или сокращает расстояние между вами, это индикатор того, что она открыта для поцелуя. И когда момент наступит, будьте тверды, но нежны. Губы — это дверь к интимности, и хорошо сделанный поцелуй может полностью изменить ход ваших отношений. Если вы дошли до этого момента, значит, вы готовы понять, что прикосновение к женщине — это гораздо больше, чем просто физический жест. Это создание атмосферы доверия, уважения и эмоциональной связи. Каждая из упомянутых зон несет уникальное значение, и умение исследовать их с чувствительностью и вниманием может полностью изменить то, как она вас воспринимает. Продолжаем видео, но сначала, если вы дошли до этого момента, напишите в комментариях слово «100%» или что-то подобное, чтобы подтвердить, что вы усвоили материал до этого момента. Для более интересных тем подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и делитесь им с другими. До встречи в следующем выпуске. Точки прикосновений, которые она любит, и их значение для женщин. Ребята, если вы думаете, что прикосновение — это просто физический акт, вы уже начали с неправильной ноты. Прикосновение — это язык, форма общения, которая выходит далеко за рамки очевидного. Оно передает намерения, эмоции и создает мощную связь между вами и женщиной, которая рядом с вами. Но вот предупреждение. Прикосновение к женщине без понимания контекста, без наблюдения за сигналами, похоже на упущение уникальной возможности создать глубокую связь. Поэтому, прежде чем перейти к деталям, я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео, подписались на канал и поделились с теми друзьями, которые все еще не понимают настоящего искусства прикосновений. Этот контент не просто об обаянии, а о уважении, связи и о том, как каждый ваш жест может превратить обычное взаимодействие в нечто незабываемое. Итак, обратите внимание, потому что каждое из этих прикосновений имеет особое значение, которое может полностью изменить вашу игру. 1. Прикосновение к шее. Как исследовать эту чувствительную и притягательную зону? Шея – это крайне чувствительная область, открывающая множество возможностей для создания близости. Легкое прикосновение к этой зоне способно передать электрические сигналы, которые пробегают по всему телу женщины. Но это работает только в том случае, если вы знаете, как и когда это делать. Легкое проведение пальцами с осторожностью и уверенностью может пробудить одновременно чувство безопасности и желания. Важно понимать, что шея – это не просто физическая точка, но и эмоциональная. Прикосновение к этой области показывает, что у вас есть доступ к более интимному уровню связи. Но вот хитрость. Прикосновение к шее никогда не должно быть резким или неуместным. Оно должно быть естественным продолжением момента, будь то во время интенсивного разговора или близкого объятия. Уважайте ее время и позвольте прикосновению стать катализатором связи, а не вторжением. 2. Почему прикосновение к рукам передает безопасность и интерес? Руки – одна из самых недооцененных точек, когда речь идет о физической связи, но они несут огромную силу в невербальном общении. Прикосновение к руке во время разговора, держание ее пальцев во время прогулки или даже легкое поглаживание в непринужденный момент могут быть маленькими жестами, но наполненными смыслом. Этот тип прикосновения передает безопасность, демонстрирует, что вы присутствуете и заинтересованы, и создает атмосферу комфорта. Но будьте осторожны, избегайте делать это навязчиво или слишком часто, так как это может показаться заученным. Прикосновение к рукам должно быть естественным, спонтанным, почти незаметным, но достаточно мощным, чтобы оставить эмоциональный след. Помните, женщины замечают детали, и именно в таких маленьких жестах вы можете заработать важные баллы. 3. Очарование легкого прикосновения к лицу, мгновенная близость. Прикосновение к лицу женщины – это чрезвычайно интимный жест, и именно поэтому он должен быть выполнен с особой осторожностью. Погладить щеку, аккуратно придержать подбородок или убрать с ее глаз упавшую прядь волос – это жесты, которые говорят больше, чем слово. Лицо – одна из самых уязвимых зон, и прикосновение к нему требует взаимного доверия. Если это сделано в правильный момент, оно демонстрирует заботу, внимание и искренний интерес. Однако никогда не недооценивайте силу этого жеста.
Неправильный момент или излишняя настойчивость могут вызвать дискомфорт, отталкивая ее вместо того, чтобы сблизить. Будьте нежными, наблюдательными, прежде всего, уважительными. 4. Зона шеи – прикосновение, которое пробуждает желание. Шея – одна из самых чувственных зон на теле женщины. Легкое прикосновение или мягкий массаж этой области могут вызвать интенсивное чувство комфорта и желания. Это область, где пересекаются уязвимости доверия, и прикосновение к ней показывает, что вы синхронизированы с моментом и уважаете ее пространство. Но, как всегда, нужно знать подходящий момент. Не стоит сразу исследовать зону шеи в начале взаимодействия, так как этот жест требует прочной основы доверия. Хорошо выполненное прикосновение к этой области может полностью изменить атмосферу между вами, но оно должно быть нежным, естественным и в контексте уже установленной близости. 5. Как прикосновения к спине усиливают физическую и эмоциональную связь. Область спины часто игнорируется, но это одна из лучших зон для создания глубокой физической и эмоциональной связи. Легкое прикосновение, такое как проведение руками по спине во время объятия, может передать сообщение о защите, комфорте и заботе. Но внимание! Интенсивность прикосновения имеет значение. Легкие прикосновения идеально подходят для создания начальной связи, в то время как более уверенные движения, такие как массаж, могут быть использованы в более интимные моменты. Спина – это эмоциональная территория, и прикосновение к ней показывает, что вы стремитесь создать атмосферу комфорта и близости. 6. Важность зрительного контакта перед любым прикосновением. Перед любым прикосновением зрительный контакт – это настоящий ключ к созданию связи. Ваши глаза – первые, кто передает намерение, уверенность и уважение. Если вы не можете удерживать взгляд, любое последующее прикосновение потеряет свое воздействие. Зрительный контакт – это способ попросить разрешения без слов. Это молчаливая обменная связь, которая создает основу для всех физических жестов. Поэтому, прежде чем думать о прикосновении к ее шее, лицу или рукам, убедитесь, что ваши глаза передают правильное послание. Помните, прикосновение – это продолжение разговора, который начался с взгляда. 7. Как прикосновение к бедрам может демонстрировать намерение и уважение. Область бедер – одна из самых чувствительных зон женского тела, как физически, так и эмоционально. Прикосновение к этой области несет символический вес, выходящий далеко за рамки физического жеста. Это демонстрация ясного намерения, но также уважения и заботы. Секрет в подходе – прикосновение должно быть естественным, мягким и уместным в контексте. Например, во время более близкой беседы или непринужденного момента легкое прикосновение к бедру может создать ощущение близости и безопасности. Однако никогда не недооценивайте важность наблюдения за ее сигналами перед любым жестом. Прикосновение к бедрам требует уже установленного уровня доверия. Если она отстраняется, немедленно остановитесь. Это демонстрирует, что вы понимаете ее границы, и такое отношение может быть даже привлекательнее самого прикосновения. Помните, что намерение, стоящее за жестом, так же важно, как и само прикосновение. Когда это сделано правильно, такой контакт может быть невероятно сильным, усиливая связь тонко и эффективно. 8. Искусство проведения пальцами по волосам и создания расслабления. Проведение пальцами по волосам женщины – одна из самых интимных и расслабляющих форм прикосновения. Этот жест передает заботу, нежности, прежде всего, внимание. Но не ошибитесь, если сделать это неуклюже или неуместно, момент может быть испорчен. Ключ в мягкости. Двигайте пальцами медленно, без спешки, как будто каждое движение тщательно продумано для создания комфорта и спокойствия. Такой вид прикосновения особенно эффективен в моменты большей близости, например, во время объятий или беседы в более интимной обстановке. Кроме того, что оно создает расслабление, прикосновение к волосам также устанавливает более глубокую эмоциональную связь, показывая, что вы внимательны к мелочам. Но, как всегда, наблюдайте за ее реакцией. Если она чувствует дискомфорт или ей не нравится, отступите немедленно. 9. Ступни. Неожиданное место для связи и расслабления. Ступни могут показаться неожиданным местом для создания связи, но если подойти правильно, они способны передать уникальное ощущение заботы и расслабления. Массаж стоп, например, это не просто жест доброты, но и демонстрация того, что вы внимательны к ее потребностям.
После долгого дня уделить несколько минут заботе о этой области может быть невероятно утешительно и создать неожиданную близость. Но вот нюанс. Не все женщины чувствуют себя комфортно с прикосновениями к их ступням, поэтому крайне важно спросить разрешение перед тем, как предлагать что-то подобное. Если она открыта к этому, будьте осторожны, используйте легкие и контролируемые движения. Этот жест, выполненный в подходящий момент, может приятно удивить ее, показывая, что вы заботитесь и готовы сделать больше, чтобы она чувствовала себя хорошо. 10. Живот. Как прикосновение создает ощущение защиты и привязанности. Живот – чрезвычайно чувствительная зона, как физически, так и эмоционально, поэтому она требует очень осторожного подхода. Легкое прикосновение к этой области, например, обнять ее сзади или нежно провести рукой во время совместного отдыха, может создать чувство защиты и привязанности. Эта зона символизирует уязвимость, и прикосновение к ней демонстрирует, что вы понимаете и уважаете ее чувствительность. Тем не менее, крайне важно, чтобы прикосновение было естественным и никогда не навязчивым. Любое движение, которое кажется вторжением или неуважением, может вызвать немедленный дискомфорт. Если все сделано правильно, прикосновение к животу может передать мощное сообщение о том, что вы присутствуете здесь и сейчас и готовы создать безопасную эмоциональную среду. 11. Губы и поцелуй. Роль прикосновения в создании желания. Губы – одна из самых чувственных и значимых зон тела, а прикосновение к ним, особенно через поцелуй, это один из самых мощных жестов в создании желания. Но вот в чем секрет. Поцелуй – это не только о встрече губ. Это о намерении, моменте и эмоциональной связи, которую он несет. Перед тем, как поцеловать ее, используйте такие жесты, как легкое прикосновение к лицу или мягкое удерживание ее подбородка, чтобы направить ее взгляд. Это создает атмосферу ожидания и напряжения, усиливая момент. И не забывайте, поцелуй должен быть постепенным. Начинайте медленно, позволяя интенсивности расти по мере того, как вы оба становитесь более комфортными. Такой подход демонстрирует контроль, уважение и внимание, создавая незабываемые переживания. 12. Почему прикосновения должны быть постепенными для создания возбуждения и связи? Если существует универсальное правило для прикосновений, то оно заключается в том, что они должны быть постепенными. Попытка ускорить процесс – это верный путь к провалу. Каждое прикосновение, от самого случайного до самого интимного, должно следовать естественному прогрессу, позволяя эмоциональной связи идти в ногу с физической близостью. Постепенность прикосновений – это не просто техника, это демонстрация уважения и терпения. Она показывает, что вы готовы строить что-то устойчивое, а не стремитесь к быстрым результатам. Когда вы уважаете этот процесс, вы не только создаете возбуждение, но и устанавливаете базу доверия и связи, которая делает каждый момент более значимым. Прикосновения, которые любят женщины, это не просто физические жесты, это выражение заботы, уважения и эмоциональной связи. Каждая упомянутая зона тела несет уникальное значение, и умение исследовать их с чувствительностью и намерением может полностью изменить то, как она воспринимает вас. Но помните, прикосновение работает только тогда, когда за ним стоят согласие, уважение и эмоциональная связь. Теперь, когда вы знаете значение каждого жеста, пришло время воплощать это в жизнь правильно. Не забывайте, что правильное прикосновение в правильный момент может создать воспоминания, которые она никогда не забудет. И, как всегда, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь с другими мужчинами, которым нужно узнать истинную силу прикосновений. До встречи в следующем видео.